Август традиционно не самый активный месяц для рынка ценных бумаг, но в этом году все пошло далеко не по плану, и пока инвесторы отдыхают, мировая экономика проходит вот такую вот проверку на прочность. Меня зовут Василий Белокрылецкий, и это еженедельный обзор рынков от мультифэмили офиса Beta Capital. И сегодня мы с вами разберем главные темы недели. Почему инфляция в США снова давит на рынок? Чем так всех удивила Nvidia на очередном квартальном отчете? Что происходит в Ормузе и с ценами на нефть? Ну и, пожалуй, самое главное, почему все так опасаются выступления главы ФРС Джексон Холл. Ну и, как обычно, помимо разбора основных событий, я с вами поделюсь нашим тактическим позиционированием в рамках нашего портфеля. Начинаем. Ну и начнем с вами с базовых цифр. Индекс потребительской уверенности скатился до своего 7-месячного минимума, а июльские данные также были пересмотрены вниз. Ключевая проблема заключается в том, что все опасаются роста цен, и тем временем инфляционные ожидания на год вперед снова приблизились к отметке в 5,8%. В среду вышли данные по индексу цен PCE. Напомню вам, что это ключевой индикатор инфляции для ФРС. Он оказался выше прогнозов из-за подорожавшего топлива. При этом базовый показатель по-прежнему заметно выше вот этих вот целевых 2%, что опять же создает предпосылки для повышения процентных ставок. А это уже в свою очередь может очень больно ударить по всем основным классам активов. В целом можно сказать, что экономика приходит в норму после бурного лета и что в целом неплохо для рынка акций, но опять же инфляция наотрез отказывается снижаться. На этом фоне ожидания по росту процентной ставки в США на горизонте 12 месяцев выросли с 39 до 42 базисных пунктов. Следующим важным катализатором для рынка остается сегодняшнее выступление главы ФРС Джексон Холл. Ну и перейдем к долговому рынку. Доходности десятилетних гособлигаций немного подкорректировались на фоне дешевеющей нефти, но все равно пока продолжают торговаться в таком очень узком и достаточно высоком диапазоне. Пару слов о нефти. Котировки резко откатились от пиковых $95 до почти $85 за баррель. Поводом стали слухи о том, что в переговорах между США и Ираном есть прогресс, а Ормузский пролив уже в самое ближайшее время может быть открыт для судоходства. Опять же, каких-то официальных заявлений, которые сигнализируют о позитиве, мы не наблюдали. Мы считаем, что облигации в такой среднесрочной перспективе продолжат торговаться в этом узком диапазоне. При этом дальнейший рост инфляции из-за конфликта на Ближнем Востоке и высокая неопределенность относительно будущих действий ФРС, они, конечно же, могут подтолкнуть доходности выше. В то же время интервенция Минфина США является таким ограничительным фактором для их роста. И несмотря на то, что многие аналитики считают действия Минфина неэффективными, ряд очень крупных облигационных управляющих с этим в корне не согласны. Мы же по-прежнему занимаем такую осторожную и выжидательную позицию и ни в коем случае не торопимся с покупками в длинных облигациях. С начала недели индекс S&P 500 подрос всего лишь на 0,5% на фоне такой крайне низкой торговой активности. Важным драйвером для рынка стала отчетность Nvidia. Торговую сессию компания закрыла с ростом почти в 9%. Ну и в рамках отчетности компания превысила все даже самые смелые ожидания аналитиков. Ну и вы просто вдумайтесь в цифры. Выручка выросла на 106% год к году до 96 миллиардов, что превысило рыночный консенсус примерно где-то на 4%. И это уже четвертый квартал подряд, когда годовые темпы роста компании ускоряются. Основным драйвером для столь впечатляющих цифр вновь стали дата-центры. Выручка сегмента выросла на 117% год к году до 89 миллиардов долларов. И напомню, что аналитики прогнозировали всего лишь 86. Очень важное замечание, что Китай обеспечил менее 1% продаж вычислительных решений для дата-центров. То есть текущий рост он практически не зависит от восстановления поставок в эту страну. Прогноз на следующий квартал также оказался выше ожиданий и соответствует росту примерно на 90%
год к году. Ну и, пожалуй, таким вот главным позитивным сюрпризом стал первый официальный ориентир на следующий год. Менеджмент ожидает роста выручки примерно на 70%, тогда как консенсус предполагал около 44%. При этом компания оценивает потенциальный спрос, вот если не учитывать производственные ограничения, как достаточный для роста более чем на 100%. То есть Nvidia в очередной раз показала вот феноменальные результаты и четко дала вот понять рынку, что тема искусственного интеллекта даже вот не думает сбавлять обороты. Они по-прежнему на шаг-два впереди всех конкурентов, и бизнес компании, безусловно, ускоряется. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции и держим такую вот увесистую позицию в портфеле. Помимо Nvidia нас также порадовала отчетность софтвер-компаний, например, вот там Salesforce и CrowdStrike. Акции компании выросли более чем на 20% в четверг. И это опять же в очередной раз подтверждает, что тезис о смерти софта полностью несостоятелен. Мы также продолжаем положительно смотреть на софт. Экспозицию вы можете занять вот либо через отдельные имена, либо вот через ETF IGV. Главная интрига недели – это сегодняшнее выступление главы ФРС Кевина Уорша. Рынок ждет четкого ответа на два главных вопроса. Во-первых, инвесторы хотят услышать, признает ли Уорш, что текущий высокий уровень доходности по 10-30-летним гособлигациям уже и так охлаждает экономику. Ну и если регулятор с этим тезисом согласится, то необходимость в срочном повышении ставок может сойти на нет. Ну и тогда рынки, естественно, вздохнут с облегчением. Во-вторых, все ждут ответа на вопрос, как быть с текущим уровнем инфляции, который продолжает удерживаться выше вот цели ФРС. Ну и в нашем базовом сценарии риторика Уорша может быть такой вот умеренной ястребиной, без каких-то четких сигналов на повышение ставки в сентябре. Безусловно, его выступление может оказать очень сильный эффект на рынок, поэтому ждем и будем комментировать его в нашем телеграм-канале. Ну и коротко по золоту. В начале недели мы наблюдали рост на 2% на фоне продолжения притоков фонда и усиления такого спекулятивного позиционирования. Но позже металл растерял рост на выходе данных по инфляции. Позиционирование инвесторов пока вот далеко вот от экстремального значения, что говорит о сохранении потенциала для роста. Тем не менее, мы уже присматриваемся к такому вот тактическому сокращению позиций, но вот долгосрочный взгляд на золото в любом случае остается позитивным, поэтому если вы имеете такой вот длинный горизонт инвестирования, то золото ни в коем случае не стоит сокращать в рамках портфеля. Но опять же, все зависит от тех объемов, которые вы имеете. То есть если там 5% это одна ситуация, если вы в портфеле имеете 50% экспозицию на золото, то здесь, наверное, можно и подсократиться. Мы такие абсолютно разные портфели видели у наших клиентов, у подписчиков канала. На текущий момент мы сохраняем позиции в портфеле без изменений, с перевесом именно в пользу технологического сектора. Наша ставка на полупроводники и на софтвер, которые мы формировали, в том числе на коррекции, продолжают приносить свои плоды. Ну и в то же время открытые позиции вне технологического сектора сокращают общую волатильность портфеля. Ну и позволяют нам дополнительно защититься от рисковых сценариев. На среднесрочном горизонте мы ждем продолжения роста в акции на фоне такой стабильной экономики, высоких темпов роста прибылей компании, а также ввиду двух катализаторов. Это предстоящий сезон отчетности, который начнется в середине октября, ну и завершение выборов в США в ноябре. Ну а полный аналитический отчет со всеми графиками можно забрать в нашем телеграм-канале по ссылке в описании. Ставьте лайки и не забудьте подписаться на наш YouTube, чтобы не пропустить новый обзор на следующей неделе. До встречи!